Всем привет, ребята! Это Кристина, и я рада видеть вас на моем канале. Закончился очередной месяц, а вы уже строите планы на новый? Подождите. Чтобы не совершать одни и те же ошибки месяц за месяцем, перед новым планированием советую проанализировать, чего удалось достичь в текущем периоде, а что не удалось и почему. Предлагаю рассмотреть это на примере моего ежедневника. На каждом развороте за прошедший месяц я делаю себе наверху небольшие пометки, чтобы легче было ориентироваться по всему месяцу. В сентябре я поставила себе 18 целей, из которых выполнила 13. Считаю, что это отличный результат. Внимательно посмотрите, какие цели дались вам легко, а какие оказались обреченными на провал. Возможно, вам не хватило силы воли их сделать, или времени, или другие факторы. Обязательно ответьте себе на эти вопросы, чтобы не просто переписывать не сделанные задачи на новый месяц. Может быть, эти цели вам не сильно-то и нужны. Переходим ко второму развороту. Это бюджет. Вы подвели бюджет на месяц? В этом месяце я потратила ровно столько, сколько и планировала, но, как вы видите, некоторые траты в 2, а то и в 4 раза превысили лимиты, которые я для них установила. Этот анализ помог мне сделать корректировку бюджета на следующий период. Ну и еще я поняла, что следует обратить внимание, куда деньги тратятся бездумно. У меня это очень много еды из Delivery Club и фастфуд, а также покупка большого количества вещей в дом. Я очень люблю обустраивать свой дом и делать его более душевным, уютным, чтобы в него хотелось вернуться, но мои расходы в этом месяце превысили мой небольшой лимит в 4 раза. И, конечно же, это немного удручает. Эти траты нивелировались с другими категориями, на которые я потратила меньше. Они здесь указаны зеленой стрелочкой вниз, а зеленая стрелочка вверх означает, что я могла отложить денег больше, чем рассчитывала. Но, тем не менее, получается, что свое превышение по этим категориям я могла бы сэкономить или вложить, например, в финансовую подушку или в ипотеку. Переходим к следующим разворотам. Давайте начнем справа. Трекинг привычек. В этом месяце я поставила себе 6 привычек. И одна из привычек потерпела поражение. Я просто не успевала отслеживать и записывать ее, поэтому я ее совсем вычеркнула. Ранние подъемы и ранние отходы ко сну тоже потерпели фиаско. Я поняла, что неправильно ставила цель на данные привычки в этом месяце, что и привело к плохим результатам. Как вы видите, всего лишь 8 или 5 дней из целого месяца. Привычки в этом трекинге лишены конкретики. В какое время я должна их выполнять, есть ли какое-то отклонение от результата. Например, можно ли считать ранний подъем не в 7:30, а в 7:45 или 8? Или, например, разминка, зарядка и йога. Велосипед можно считать разминкой или зарядкой? И сколько времени я должна заниматься активностью, чтобы она смогла попасть в этот трекинг? В следующем месяце я буду отслеживать в 2 раза меньше привычек, но я очень подробно распишу, как буду их достигать. Так что не пропустите мое новое видео, а для этого подпишитесь на мой канал. Теперь давайте перейдем к левому развороту. Это мои небольшие планы по прочтению книг и YouTube. YouTube-план я почти выполнила, с небольшим опозданием в датах. А вот из плана по прочтению смогла осилить всего лишь 1 книгу из 4. 2 книги так и остаются в процессе прочтения. Почему это случилось? Потому что я смотрела очень много сериалов, хотя писала себе, что мне нужно сократить просмотр. А смотрела я сериалы, потому что я не высыпалась и мне не хватало сил заставить себя прочитать что-то полезное. Одно вытекает из другого. Поэтому, если я смогу нормализовать свой трекинг привычек, то я предполагаю, что смогу и решить ситуацию с ежедневным чтением, и я не намерена сдаваться. Несмотря на то, что я мало читала и не выполнила свои образовательные курсы, я занималась YouTube. Смотрела о том, как снимать видео, на что нужно обратить внимание при записи ролика, как оформить канал. Это очень полезный материал, который никак не входил в мои сентябрьские планы, но все равно можно поставить себе галочку за старанием. Вот такой вот получился разворот. Это просто небольшой конспект моих планов и то, что я собираюсь делать. Ежедневных планов в этом месяце у меня очень мало. Если мне нужно было выполнить какую-то очень большую работу, то я писала в ежедневнике, а иногда приходилось быть очень мобильной, поэтому свои заметки я оставляла в телефоне. В конце месяца у меня получается вот такая вот маленькая страница с итогами месяца.
Из всего перечисленного мне удалось в этом месяце сделать 8 пунктов, которые были очень важны для меня и которыми, можно сказать так, я горжусь, что я их выполнила в этом месяце. Но по 5 остальным пунктам у меня случился провал. И сюда же вошли рисование, английский, тем, что я не занималась спортом в этом месяце, очень много смотрела сериалов, и есть у меня одно персональное поражение, которое очень сильно меня задело в этом месяце. Когда вы написали, что у вас не получилось в этом месяце, именно эти пункты вам и нужно проанализировать, почему так случилось. Мои выводы по прошествию месяца состоят в том, что мне нужно очень четко планировать время. Сериалы я успела посмотреть, как вы поняли, а английский рисование сделать не успела. Таким образом, я должна собрать, сколько времени я потратила на сериалы. Это несложно, мне нужно просто посмотреть, сколько серий я посмотрела в этом месяце, разделить это время на 2 и половину времени уделить своим хобби, а половину времени оставить на сериалы, чтобы совсем их не исключать и чтобы у меня не возникло отторжения от моих образовательных курсов. То есть все должно быть в удовольствие. Второе. Я должна сократить траты в следующем месяце. Я молодец, что я вписалась в бюджет, но я могу, и я вижу, что я могу сделать лучше, поэтому нужно чуть-чуть сэкономить и лучше отложить эти деньги или вложить куда-нибудь. Далее мне нужно сделать детальную проработку календаря на месяц. Я обязательно покажу вам это в моем следующем видео, когда я буду показывать вам мой ежедневник на октябрь. Мне нужно очень жесткое и блочное планирование. Больше дисциплины, как я и указала, расписать конкретные дни по своим активностям и не делать супер плавающий график. Так как я полгода работаю на удаленке, это очень сильно демотивирует. У вас получается достаточно плавающий график, потому что вы можете в какой-то день встать рано, в какой-то день встать попозже, но все равно успеть на работу, потому что вы можете открыть свой ноутбук в 9 утра, даже если проснулись в 8:45. Это не организует меня, наоборот, я становлюсь менее организованной, и поэтому никак не могу собраться в течение дня, и мне сложно не только продуктивно работать, но и уделить время каким-то своим активностям и хобби. И, конечно же, я хочу отказаться от длительного просмотра социальных сетей. Сейчас у меня на моем телефоне стоит ограничение в 1 час проведения в Инстаграме. Возможно, вам кажется, что это много, но если вы поставите себе лимит на телефоне, то вы поймете, как много времени, оказывается, вы проводите в социальных сетях. Поэтому я хочу снизить время в Инстаграм до 45 минут. Ну и, конечно же, я хотела вам показать, что время от времени я все-таки веду свои воспоминания в моем ежедневнике, и в сентябре я заполнила полностью таблицу воспоминаний. Я расскажу вам секрет. Конечно же, не каждый день я могу что-то написать, потому что у меня нет времени или я забыла написать, что произошло мне в этот день. Но мы очень часто сейчас делаем фотографии, поэтому я могу посмотреть свои сторис в Инстаграме или посмотреть свои фото на смартфоне. Это всегда вызывает кучу положительных эмоций, и в такой момент я вспоминаю, что же именно у меня произошло в этот день, и записываю сюда. Почему я это делаю? Очень здорово взять этот ежедневник спустя несколько лет и посмотреть, что же вы делали в эту дату 3 года назад. Поэтому я продолжаю вести мои воспоминания вот в таком вот формате. Ребята, я надеюсь, что это видео было вам полезным и интересным. Если это так, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно смотрите следующее видео, которое выйдет совсем-совсем скоро. Там я покажу абсолютно новое планирование на октябрь месяц. Всем счастливо и хорошего дня. Пока-пока.